Итак, давайте сразу к делу. Сегодня в нашем разборе одна из самых дерзких, масштабных и, честно говоря, просто театральных финансовых афер в мировой истории. Мы с вами погрузимся в историю, где сплелись высший свет Парижа, невероятная человеческая доверчивость и схема обмана настолько безупречная, что она бесперебойно работала десятилетиями. Шаг за шагом мы проследим, как создавалась эта потрясающая иллюзия, опираясь исключительно на реальные факты той эпохи. Просто вдумайтесь в этот вопрос. Как такое вообще возможно? Сумма в 120 миллионов франков на рубеже 19 и 20 веков — это просто астрономические деньги. И самое поразительное здесь то, что главным инструментом для этого колоссального обмана послужил не какой-то сложный финансовый алгоритм, а самый обыкновенный предмет. Чтобы разгадать эту тайну, нам нужно отправиться прямо в начало 20 века. Представьте себе картину. Париж, 7 мая 1902 год. Напряжение буквально висит в воздухе. В роскошном особняке собрались судебные приставы, полицейские и целая толпа кредиторов. Все они стоят перед запертым бронированным сейфом, который на минуточку когда-то принадлежал самому министру юстиции Франции. Суд постановил его вскрыть. Все затаили дыхание и ждут, когда дверца наконец поддастся, потому что внутри, как все абсолютно уверены, лежат несметные богатства. Так вот, ожидания крупнейших банкиров Франции немного разошлись с реальностью. Они не сомневались, что внутри лежат американские ценные бумаги на 100 миллионов франков. Дверца открывается, и внутри нет ничего, кроме пачки старых газет, в которые аккуратно завернут кирпич. Самый настоящий банальный кирпич. Как величайшие финансовые умы целой страны могли поверить в эту иллюзию? Чтобы это понять, давайте отмотаем время немного назад. Часть первая. Кирпич и мечта. Психологические корни этой грандиозной аферы нужно искать в сельской глубинке Франции. Познакомьтесь с Терезой Дариньяк. Она выросла в очень бедной крестьянской семье, но ее отец постоянно грезил о богатстве и рассказывал соседям сказки о своем якобы благородном происхождении. У него дома стоял тяжелый, надежно запертый сундук. Он всем говорил, что там хранятся документы на огромное родовое поместье. Но когда он умер, сундук вскрыли и нашли там, да, именно кирпич. И знаете что? Эта семейная история стала для юной Терезы мощнейшим уроком. Она поняла главное – люди готовы свято верить в богатство, если оно надежно заперто и окружено ореолом тайны. В 17 лет Тереза остается сиротой и берет жизнь в свои руки. Она устраивается прачкой в дом мэра города, уважаемого профессора права Гюстава Юмбера. Но она быстро смекает, что статус прачки далеко ее не уведет. Тереза едет в Париж, оканчивает курсы медсестер и возвращается уже с престижной профессией. И это срабатывает. Она очаровывает сына мэра, Фредерика Юмбера, и выходит за него замуж. Социальный лифт поехал вверх. Переходим ко второй части. Призрачный миллионер. Отлично! Удачный брак есть. Но как превратить его в баснословное богатство? Ей нужна была легенда. Перебравшись в Париж, Тереза начинает как бы по секрету рассказывать одну удивительную историю. Якобы в свое время она ухаживала за смертельно больным американцем из Чикаго. Звали его Роберт Генри Крауфорд. И этот невероятно богатый пациент был настолько тронут ее заботой, что решил оставить ей все свое колоссальное состояние. Детали этого фейкового завещания просто гениальны. 100 миллионов франков достаются Терезе, но есть одно очень важное условие. Все документы должны оставаться запечатанными до тех пор, пока ее младшей сестре Мари не исполнится 21 год.
Можете себе представить, с какой скоростью слухи об этой сказочно богатой наследнице разлетелись по светским салонам Парижа. Банкиры, даже в глаза не видев никаких бумаг, наперебой начали предлагать читье Юмберг гигантские кредиты. Все просто хотели успеть получить свой процент с этих будущих американских миллионов. Часть третья. Идеальное юридическое алиби. Естественно, рано или поздно кто-то дотошный должен был спросить, а можно посмотреть бумаги. И как только запахло жареным, Тереза блестяще захлопывает юридическую ловушку. Она, по сути, превращает правосудие в свое оружие. Внезапно появляются два племянника покойного мистера Крауфорда с альтернативным завещанием. Они подают на Терезу в суд. Суд объявляет наследство спорным и обязывает запереть все активы в сейф до конца разбирательств. Все, теперь Тереза могла официально и на законных основаниях отказывать банкам, а кредиты продолжали литься рекой под залог опечатанного сейфа. И тут возникает интересный вопрос. А кто вообще такие эти племянники-конкуренты, которые так вовремя подали иск? Вы не поверите, но это были родные братья Терезы, Роман и Эмиль Дриньяки. Они просто разыгрывали перед всем Парижем блестящий спектакль. Само наличие ожесточенной судебной тяжбы стало для общества стопроцентным доказательством того, что миллионы существуют. Логика простая. Кто будет судиться за то, чего нет? Стратегия затягивания суда со временем превратилась в полнейший абсурд. Задача братьев была элементарной – просто не являться на заседание. И где они только не пропадали. Их якобы искали то в непроходимых джунглях Амазонки, то в раскаленных пустынях Австралии. Из-за этого суды переносились снова и снова и снова. Представляете, эта виртуозная игра в кошки-мышки длилась невероятные 25 лет, четверть века. Ну хорошо, а где все эти 25 лет хранились спорные активы? Постановлением суда их передали третьему лицу. И знаете, кем было это лицо? Свекарь Терезы, Гюстав Юмбер, который к тому времени стал министром юстиции Французской Республики. Это просто вишенка на торте. Авторитет министра был настолько мощным, что ни один банкир в здравом уме больше не осмеливался сомневаться в содержимом его личного сейфа. Часть 4. Первая финансовая пирамида. Давайте посмотрим, к чему это привело. Пока шли суды, Юмберы жили на широкую ногу. Они скупали роскошные замки, дорогие отели. Но долги-то росли. Чтобы как-то оплачивать этот банкет, Тереза запускает общество под названием «Пожизненная рента». По сути, это была классическая первая во Франции финансовая пирамида. Главная приманка – фантастическая доходность в 15% годовых. Чтобы вы понимали, это ровно в 2 раза больше, чем предлагал любой нормальный легальный банк. Конечно же, эти деньги никуда не инвестировались, они просто шли на погашение старых долгов. Масштабы этого бедствия просто не укладываются в голове. За 2 десятилетия доверчивые банки и обычные граждане принесли Терезе умопомрачительную сумму 120 миллионов франков. Половина Франции оказалась втянута в эту аферу. Люди несли последние сбережения, абсолютно уверенные, что гарантом выступают американские миллионы и безупречная репутация министра юстиции. Часть 5. Великий побег. Но мы же с вами понимаем, что любая пирамида рано или поздно рушится. Ирония судьбы в том, что Терезу погубила ее собственная победа в суде. В мае 1902 года суд окончательно признает за ней права на наследство и приказывает вскрыть сейф. Понимая, что это финал, семейство собирает вещички и бесследно исчезает. В сейфе находят тот самый кирпич. Беглецов, кстати, случайно ловят в Мадриде спустя пару месяцев. Их сдал сосед, который заметил, что эти подозрительные французы выписывают слишком много парижских газет. Их экстрадируют, и начинается суд века.
А вот тут начинается самое интересное. Реакция банков. Осознав весь ужас ситуации, крупнейшие банки Франции делают нечто немыслимое. Они полностью отзывают свои финансовые претензии. Банкиры на полном серьезе заявляют суду, что сужали Юмбьерам исключительно свои личные деньги, а ни в коем случае не деньги клиентов. Почему? Да потому что публично признать, что они десятилетиями выдавали миллионы под залог пустого сейфа, это полнейший крах репутации. Никто бы больше не принес деньги в банк, который так легко развести. Ну а саму пирамиду, пожизненная рента, Тереза заботливо обанкротила еще до своего побега. Но настоящая бомба разорвалась прямо в зале суда, когда судья попытался разобраться в деталях работы этой пирамиды. Тереза, театрально смахнув слезу, бросила фразу «Возможно, стоит рассказать о том, как многие влиятельные лица помогали нам». Это был чистейший, неприкрытый шантаж, и он сработал молниеносно. После этих слов заседание моментально свернули, и никто из высоких чиновников больше не горел желанием копаться в этом грязном белье. И каковы же итоги этого грандиозного обмана? Наказание оказалось просто смехотворно мягким. Возник уникальный юридический парадокс. Адвокаты резонно заявили, что нельзя судить людей за подделку документов, которых вообще никогда в природе не существовало. В итоге сроки всем быстро скостили. Отсидев совсем немного, семейство спокойно эмигрировало в США. И куда бы вы думали? В Чикаго. На родину своего вымышленного благодетеля мистера Крауфорда. Там они вполне безбедно прожили вплоть до смерти Терезы в 1918 году. История Большой Терезы — это не просто какой-то забавный курьез из прошлого. Это ярчайшее доказательство того, как сильное желание поверить в красивую сказку может ослепить даже самых прожженных профессионалов. Инструменты сегодня изменились. Кирпичи и сундуки сменились криптовалютами, токенами и сложными деривативами. Но вот человеческая психология, она осталась абсолютно прежней. И это заставляет задуматься, какие пустые сейфы современности прямо сейчас ждут своего часа, чтобы быть открытыми. На этом наш разбор подошел к концу. До новых встреч!